Всем салют, вы на канале Где Маклюшка Чувак. Это вторая часть выпуска, посвященному старту чемпионата мира по хоккею. Мы уже считаем дни до начала. Жаль, что, конечно, нашей сборной там не будет, но посмотреть все-таки хочется. В этом ролике мы разберем по полочкам группу Б, а по группе А, где играет Канада, Чехия, Финляндия, уже есть видео на нашем канале. Третья ссылка в описании, также она появилась у вас в правом верхнем углу. Переходите, обязательно смотрите. Но мы начинаем знакомство с командами группы Б, предстоящего ЧМ. Узнаем, кто из игроков КХЛ приедет на этот чемпионат мира. И я сразу скажу, не только в составе сборной Казахстана, так что обязательно смотрите ролик до конца. Разберем состав каждой сборной и узнаем, кто главный фаворит. В группе Б у нас сыграет США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Польша, Казахстан и Франция. Про эти 8 команд мы сейчас и поговорим. Давайте же начнем, но перед этим прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там каждый день всякие новости, обсуждения, викторины, спонтанные мысли, которые я сразу транслирую в телегу. Обязательно подписывайтесь. Добро пожаловать, ну а теперь приятного просмотра. Начнем с самого сладенького, сборная США. Перед стартом турнира американцы не сильно напрягались, поставили себе один товарищеский матч за пару дней до старта и хватит. Пока попьем пиво, а потом раскатаем всех в группе на одном коньке. Думаю, мысли сейчас у них именно такие. На самом деле, такое количество товарищеских матчей перед стартом турнира — это абсолютно нормальная практика для североамериканских команд. В прошлом году США действовали точно так же, в итоге 7 из 7 в группе, но вылет в плей-офф от Германии и итоговое 4 место на ЧМ-23. Особенно, конечно, по репутации ударило поражение от сборной Латвии в матче за 3 место. Но у американцев отговорок много, главное из них это то, что состав был далеко не основной, примерно 6-й из тех, что можно было собрать. Ни одного по-настоящему звездного игрока, но много крепких середняков из НХЛ. И я принимаю такую договорку, своей несколько экспериментальной заявкой США показали, что им в общем-то наплевать. Может, хоть в этом году заявка американцев выглядит поинтереснее, или США снова не будет искушать своих зрителей и привезет хотя бы кого-то и будет считать, что этого будет достаточно для места в медалях. Тем более одного из главных конкурентов в лице России всем благополучно слили. Давайте посмотрим на текущий состав. Алекс Лайон в воротах. Дальше Люк Хьюз, Сет Джонс, Джейк Сандерсон, Алекс Власик, Зак Ференский, Мэтт Болди, Кол Кофилд, Джоэль Фараби, Джонни Контро, Люк Кунин, Дилан Ларкин, Шейн Пинто, Брэди Ткачук и Тревор Зегерс. Здесь у нас перечислено 15 игроков, а оставшиеся места будут для тех, кто скорее в ближайшее время вылетит в плей-офф НХЛ. Вот типа Робертсона или Айкела и других. Или же для молодняка, например, с молодежного ЧМ, чтобы проверить их, так сказать, на прочность. Ну вот же оно, этот состав американцев выглядит намного более конкурентоспособным, чем в прошлом году. Молодцы. Будет правда интереснее смотреть этот ЧМ. Теперь мы узнали примерный состав, а какие же прогнозы? На самом деле все просто. Первое место в группе, выход на условную сборную Чехии, затем полуфинал с Швецией и финал со сборной Канады. Путь выглядит достаточно сложным, но я думаю, финал для США с таким составом вполне реален. А вы как думаете? Пишите свое мнение в комментариях. А мы перейдем к следующей команде, сборная Швеции. На первый взгляд шведы такие невезучие ребята, как и американцы, но для них подойдет немного другое слово – неудачники. Сейчас я поясню. В последнее время, а именно 4 розыгрыша чемпионата мира, сборная Швеции ни разу не могла пройти первый раунд. В 2019 году, привезя очень мощный состав, там был Ньюлендер, Петерсон, Кемпе, Лунквист и многие другие, они проиграли в 1/4 финнам. В 2020 году, как все вы знаете, ЧМ не состоялся. В 2021 вообще переписали историю и не смогли выйти из группы. В 2022 снова остановка в первом раунде, где сильнее оказались канадцы. В том самом матче шведы вели 3-0, но умудрились этот матч проиграть. Ну и кульминация неудач. 2023 год
Поражение 1-3 в 1/4 от сборной Латвии. Да, там был довольно стрёмный состав, но не должна сборная с таким именем сливать матч в плей-офф латышам. Как думаете, в этом году шведы сделают какие-то выводы, смогут исправиться, может привезут всю основу, чтобы хоть как-то отбелить свое имя? А сейчас мы это и узнаем. Сборная Швеции запланировала очень много товарищеских матчей перед стартом турнира, которые завершались с переменным успехом. Ну вот, например, в субботу удалось обыграть сборную Чехии, нанеся всего 12 бросков по воротам против 34 у чехов. Спасибо феноменальной реализации в атаке и вратарю Густавсону, который в этом году показывает далеко не самую уверенную игру в Миннесоте. Теперь о составе, пока так он напоминает прошлогодний, но все же. Петерсон, Хольц, Эриксон, Бураковский, Зеттермунд, Эрсон и Густавсон. Плюс, говорят, подъедут Расмус Далин, Лекеремаки, Олафсен и Бродин. Заявка, кстати, как я понял, у Швеции уже заполнена. Видимо, пополнение из НХЛ в лице того же Ньюлендера они уже не ждут. Но все-таки, если все доедут, кого я перечислил выше, то этот состав будет достаточно конкурентоспособным, как минимум в борьбе за первое место в группе и за полуфинал. Дальше у нас сборная Германии, которая всегда была как-то вот на вторых ролях, несмотря на тот финал Олимпийских игр. Но в прошлом году они действительно заставили говорить о себе. Начав чемпионат мира с 3 поражений, немцы смогли перевернуть все в группе вверх ногами, обыграв всех записных аутсайдеров. И что в итоге? Парни вышли с 4 места сначала на Швейцарию, а после победы выпили пиво и через денек обыграли американцев. И Швейцария, и США, кстати, заняли первые места в своих группах. Это удивительно. Но чемпионство немцы, конечно, не смогли взять, там их огорчила сборная Канады. Все равно ЧМ вышел достаточно, даже сверхудачно. И в том составе было всего 3 игрока из НХЛ, это Штурм, Петерка и Зайтер. А остальные парни из внутренних европейских чемпионатов, ну красавцы. Что немцы приготовили в этом году? Официального объявления по составу пока не было, но благо немцы последний месяц катали активно товарищеские матчи. И, кстати, не слишком удачно, например, последний матч проиграли сборной Франции. А что касается состава, я думаю, мы можем примерно прикинуть, кто будет представлять свою страну на предстоящем ЧМ. Я насчитал также 3 игроков из НХЛ: Грубауэр, Штурм и Петерка. Кто знает, может это их счастливое число, потому что из НХЛ, по-моему, больше никого немцы и не дождутся. Какие у нас прогнозы с таким составом? У меня такое чувство, что немцы займут 4 место и вылетят от сборной Канады, но если получится залететь в группе повыше, то будут шансы и на проход первого раунда. О следующих сборных не будем говорить сильно подробно, так как ни на что они, по-моему, не претендуют от слова совсем. Начнем с нашей любимой команды, за которую, я думаю, многие будут болеть, это сборная Казахстана. Как минимум потому, что там играют наши ребята из КХЛ. Галым Мамбеталиев везет следующий состав, в основном это, конечно, игроки Бориса. Это Шестаков, Старченко, Бояркин, Самат Данияр, Муратов, Савицкий, Гайтамиров, Рахманов, Асетов, Амирбеков, плюс пацаны из других команд, это Паников, Бреус, Максим Мухамедов, ну и главная звезда, новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина Никита Михайлис. Остальные парни, кого я не назвал, у вас сейчас на экране. Чего можно добиться с таким составом? Ну смотрите, состав ничем не отличается от прошлогоднего, как говорится, это Ctrl-C, Ctrl-V, ну правда. В прошлом году Казахстан точно не провалился, сыграл нормально. Выиграли матчи у Словакии, Словении, правда если и сливали кому-то, то сливали мощно, чтобы все вокруг об этом знали. 5-0, 7-0 это нормальная практика. Поэтому и в этом году мы ждем аналогичных результатов. Почему? Ну потому что я не считаю, что кто-то из игроков основы кардинально спрогрессировал, чтобы решать исходы матчей. Так что ставим нашу любимую сборную Казахстана на 5-6 место и дружно болеем за них. Может каким-то чудом нашими молитвами парни заползут и в плей-офф. Сборная Словакии. Они очень плодотворно готовились к ЧМ, за последние недели они провели 7 товарищеских матчей и итоговый состав, можно сказать, сформировался. Перечислим знаковых и знакомых лиц: Немец, Татар, Цегларик,
из тех, кто играл в последних матчах, пока все. По слухам, к сборной должны присоединиться еще два НХЛовца, это Мартин Фихервари и Эрик Чернок. На этом точно все. Довольно скудно, ведь в КХЛ столько талантливых ребят из Словакии, но руководство сразу же от них открестилось, заявив, что принципиально не будут никого вызывать из нашей с вами лиги. А там играют Лишка, Чайковский, Криштоф, Гернат, Ярош, Юрчо. Честно, хочется пожелать сборной Словакии неудачи на предстоящем ЧМ, но я не буду, я ведь не злой. И все-таки у многих такая позиция, но они единственные, кто высказались вот так открыто. Просто поставлю их на 6-е место в своем прогнозе. Наконец-то мы добрались до парней, которые неплохо так удивили всех нас на прошлогоднем ЧМ. Это сборная Латвии. Давайте узнаем, удалось ли латвийцам сохранить тот состав или может даже они смогли его усилить. Здесь бегает много ветеранов легенд из Динамо Риги, которые нам отлично знакомы. Это Микс Интрошис, Роберт Букарс, Оскар Цибулькис. Так как из КХЛ и НХЛ в этой сборной никто не играет, это может дать ложное чувство слабости латвийской сборной. Но подождите, на прошлом ЧМ, да именно на том, где Латвия собрала бронзовые медали, состав был тем же процентов на 80, а то и 90. Поэтому нельзя Латвию списывать со счетов. Я прогнозирую, что они смогут все-таки зацепиться за 4 место, тем более в конкурентах у них сборная Словакии и Казахстана. Перейдем к одному из двух главных аутсайдеров этой группы, это сборная Франции. Казалось, что там смотреть на их состав, что тут вообще обсуждать, что от них ждать, борьбы за 7 место и не более. Но и эти парни создали инфоповод, чтобы мы о них поговорили. В этой европейской сборной сыграет человек из КХЛ, невероятно. Я все еще не могу в это поверить, но на протяжении всех сборов в первом звене сборной Франции играет Стефан де Коста. Если вам интересно, как руководство Франции отмазалось перед своими западными дружками, так вот, де Коста играет в России уже давно, его выступления там начались еще до спецоперации. Его нейтралитет позволяет федерации вызвать его в сборную для участия в чемпионате мира 2024 года. Немного мы зашли на территорию политики, извините меня. Думаю, Франция и вправду будет биться за 7 место и не более. И за него реально можно цепляться, так что удачи. И последняя сборная по списку, но не по значимости, хотел сказать я, аль нет. По значимости она тоже последняя. Сборная Польши 8 место, и это даже не обсуждается. В последних товарищеских матчах они проигрывали даже сборной Великобритании, и там не один матч. На этом список группы Б закончился. Если понравился вам формат, то напоминаю о видео про группу А. Оно доступно по ссылке в описании в подсказке в правом верхнем углу. Всем спасибо за просмотр, с нетерпением ждем чемпионат мира, а если вы хотите поддержать автора, то прошу поставить лайк и подписаться на наш канал на ютубе и в телеграме. Спасибо вам большое и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.